Всем доброе утро, доброго дня, доброго вечера, смотря когда вы смотрите это видео. С вами Андрей. Иду сейчас я на барахолочку. Осенняя такая хорошая погода, дождя нет, это самое главное. Так что пройдемся, посмотрим. Отвечаю на ваши вопросы. Многие пишут в комментариях: ты снимаешь не то, что надо, делай обзор, допустим, на... И не пишут на что. Типа, много интересных вещей, но ты их проходишь. Давайте так, если вам что-то интересно, напишите просто в комментариях, потому что я все снять не могу физически. Это все сложно показать. Допустим, кого-то интересуют монеты, кого-то посуда, кого-то игрушки, кого-то украшения. У каждого свой интерес, и я также иду со своим интересом. И если у вас есть какие-то предложения, это все можно написать в комментариях, и я сделаю отдельное видео обзор, пройдусь специально и постараюсь поснимать для вас. Так что сейчас идем на барахолочку и пройдемся. Ну вот так сегодня встречает барахолка меня. В принципе, людей пока не так много с утра. Неплохие такие. Это у нас для свеч. Он такой массивный, в принципе, интересный. Кстати, посмотрите, здесь еще и старый игровой автомат стоит из 70-х. Одна игра стоит 30 фенингов всего лишь. Ну, это немецкие старые деньги. Ну вот старые немецкие награды. 9 Euro. Gib mir 10 Euro. Oh, ich hab den. Was ist denn? Die Pakete, die sind 9 Euro. Kommt in den Mann. Тут же и монеты. Ja. Was für einer? Was? Ja, nicht komplett. Ja, ja. Ich bin sicher. Посмотрите. 1 рубль. Советский. Вот его можно взять, он 70-го года. Was kostet so ganze diese? Alle willst du haben? Ja, das ist sowieso Kleinigkeit. Sag mal. Das ist so eine... 80? Was? Ja? 80 Euro. Oh, Wenn du rechnest jetzt gut. 1 Euro, ist doch schon viel mehr wert. Oder nicht? nee, das ist weniger als 1 Euro. Da gibt es so, das ist 1 Cent oder 2 Cent. Das Einer ist... kostet 2 Euro. Я нашел 2 монетки, это рубль был и доллар Елизаветы II или какой, да? Но они захотели такую цену, что я посмотрел специально в интернете.
мне дешевле в интернете купить, чем у них. Я им об этом сказал. Ну, они мне сказали, что это вроде цена для коллекционеров. Я говорю, ну туда пускай они лежат и ждут. Это пластмасса. Кстати, это для зонтиков. Можно использовать как подставку. Я не могу понять, для чего вот эта колба. Здесь и посуда есть. Бавария, немецкая посуда. Такая старенькая уже. Ну хотя позолоченные вот эти покрытия, она еще так держится нормально. Тут тарелки. Но тарелки, вот видно, что они уже имеют износ. Стерлись вот эти цветочные узоры. Золотые, позолоченные. Так, здесь фигурки разные. Вот посуда лежит в ящиках, хорошая, красивая. Все аккуратно запаковано. Посмотрите. Здесь разные украшения, ребятушки. Посмотрите, цилиндр лежит складной. Я уж такие покупал. Это оригинал? Оригинальная. Но опять же это сделано, по-моему, из какого-то там кожа, дерево, пластик, все вместе. Смотрю, немецкие колонии. Германия имела большие амбиции где-то в конце 19 века, даже имела на африканском континенте свою колонию, потому что все имели, Франция, Англия, были повсюду колонии, а у немцев не было. Вот они переживали, даже где-то урвали кусочек африканской земли, и по этому поводу выпустили альбом. Здесь показано, где это все было. Ангола, это чуть ниже. И вот они тут рассказывают, как все это происходило, ребята. Есть чем гордиться, хотя когда они завоевывали вот эти земли, там было уничтожено около местного населения. Об этом немцы не говорят, стараются замалчивать, но историю, как говорится, не утаишь. Об этом все знают, кто изучает историю. Так очень интересно, здесь старые предметы. Каска, наверное, мотоциклетная, из времен, может быть, 50-х, 60-х годов. Гармошка губная. А здесь у нас что такое? Старая книга, очень старая. Какие-нибудь сказания. Такой шрифт я даже не могу нормально прочитать.
Я вижу, что тут он 1734 год на книге написали карандашом. Обалдеть. Ее надо где-то в специальном месте хранить, потому что так она быстро развалится. Это сумка охотника. Посмотрите, для патронов, место, кожа и атрибутика это чья-то оленя, лося или даже копыта есть. Жесть. Думал позолота, но она уже вся местами сошла, и видно, что там просто обычный металл. Подделка. А это уже поинтересней. Старенькие часы. Komplett? 25 komplett. 15. Das gute Preis, 25. Слушайте, эта тарелка, тут стоит сургут. Russische Teller. Hier. Echt? Da auf Russisch geschrieben. Was steht da? Das ist eine Region in Russland, in Nordrussland, wo die Wie ganz heißt die? Sie. Surgut. Surgut. Ja. Surgut. Ich glaube, ich habe noch mehr. Ja? Oder? Auf Russisch Ja, glaub ich genau. nur eine, weiß ich nicht. Wo hast du sowas genommen? Hier, guck mal, das ist auch Russisch. Das müsste auch Russisch sein. Ja, Oder? Ja, ne? это у нас Хабаровск. Ну вот у кого-то дома они были, эти тарелочки. Иркутск. Берлин. Короче, видно, люди ездили и покупали тарелки, как мы в свое время делали в городах. Брали каждый раз по тарелочке. И вот это накапливается. И потом вот... العجانة 45. О, порцелан, посмотрите. Тоже неплохо. Целые наборы. Здесь тоже посуда лежит. Красивая. Стоит Германия. Керамика. Was kostet? 25 евро комплект. Но это еще нормальная цена. Но это опять же, это не старая посуда, это новая. Потому что здесь сделана эта керамика в Германии и подходит для посудомоечной машины. То есть совсем свежая посуда. Ну, в принципе, я сегодня один, так что я вам просто покажу посуду, но брать я не буду, потому что я как бы сильно не уверен в качестве посуды. Так, я нашел эту посуду в интернете, по-моему, eBay. Вот стоит она, полностью набор. Так, 10 и до 20 евро, это что у нас? Это... смотрите, они продают поштучно, то есть не полностью набор, а если вы хотите купить чайничек, вы нажимаете на него, он стоит 22 евро. Если вы хотите купить тарелочку, она стоит 20 евро. То есть это тоже такой набор. Прикольно. Так, если с ним поторговаться. Он хочет за весь набор 25 евро. Kannst du ein Angebot machen? Он за 20 может. Окей, danke. Так, ну что, любители живописи, это для вас. Посмотрите, целая такая небольшая фотовыставка или картинная выставка тут. И, наверное, фото,
копии есть, и репродукция, может быть, и настоящая картина есть. Так что можно посмотреть. Есть неплохие работы, особенно если рамка такая богатая. Она старая, между прочим. Посмотрите на саму рамку, как сделано. Это начало 20 или конец 19 века. Круто. Само дерево потемнело, но картина имеет еще хороший такой вид. Немножко фон темный. Спросила, сколько картина стоит. Он говорит, что картине более 100 лет, 20 евро. Ну, цена хорошая, я понимаю. Просто у меня картины есть, тоже начала 19 века, и они пока лежат у меня в запасниках. Никто их не покупает, так что я такой скептик насчет картин, пока они не идут у меня. Так что еще больше брать я не буду. Хотя она мне нравится, хоть и темная, но все-таки старина и в хорошем состоянии. Может быть, я и купил бы. Но сегодня я не буду покупать, просто вам покажу. Есть неплохие, мне нравятся рисунки. Вот 2001 год, но просто не профессионально сделано, но все-таки радует глаз, такой яркий, веселый. Тут вот подсолнухи. Смотрите. 1931 год, ребят, рисунок. Даже стоит вот. Рамка немножко, конечно, уже побита, но все-таки история. А вот для любителей фотоаппаратов. Тут объективы, фотоаппараты, все свалено в одну кучу. Хорошие марки я вижу, от Polaroid, заканчивая, чем заканчивая? Патрик, тоже марка хорошая, Canon лежит. Зеркальце мой свет. Скажи, сделали в каком году? Но оно не сильно старое. Я думаю, что 20 век. Я такие уже зеркала встречал. Я бы что-нибудь постарее бы нашел. Для меня было бы приятнее. Так, ну это опять же набор, посмотрите, и щетка и само зеркало. Вот я нашел. Щетка есть. Сегодня пришел, смотрю, знакомые стоят, продавцы, я у них уже брал пару раз зеркала и другие предметы. Это сербы. День добрый. Что интересного есть? А? Что интересного есть? Sad sve novo. Все ново. Sad ti sad gledaj, posmatraj. Голландские картинки интересные. Тут смотрю, что тут тоже всего интересного наставлено. Зато вот такие камеры есть интересные, старые. Австрийская камера. Хороший столик для любителей, кто занимается рукоделием. Обалдеть. Но вот он в хорошем таком состоянии, на колесиках, и
Was kostet? Ja. Я думаю, наверное, 50-60-е года 20 века такой столик. Здесь не хватает ручки. Да, вот я и был прав, что это винтажная швейная шкатулка 60-х годов. Ну, всего лишь стоит 169 евро. Ну, конечно, там, наверное... Ну, там ручка есть сверху, а у меня нет ручки здесь. Такой же он. Видите? А где мне взять такую ручку оригинальную? Все-таки я рискнул и взял этот швейный столик, шкатулку из 60-х за 10 евро. 5 евро мне скинули, так что новая, скажем, у меня есть теперь работа восстановления. Здесь надо будет подкрутить шурупы, придумать какую-нибудь оригинальную ручку. С верхней шкатулки не хватает. И немножко пройтись, опять же, политуром или пчелиным воском, чтобы придать блеск, и она готова. В принципе, офигенная штука и в хорошем состоянии. Так что... Называется «взял кота в мешке». Ну, я просто так говорю выражение. Я же не знал, что внутри лежит. А внутри, ребята, там же всякие нитки, а там же 3 отдела был. А под нитками посмотрите, что есть. Монетки лежат. Это я так просто вам показываю. И вот такие старинные пуговицы. Они тоже, некоторые пуговицы редкие бывают. Обалдеть. Это я вам просто показываю, что есть у меня. Ха-ха, круто. Так что я еще раз смотрю, что внутри лежит. Там целый, может быть, клад будет. Так что подписываемся, и вы увидите.